Подписента. Видосус лайкосус. Эх, не работает волшебная палочка. Ну и ладно. Знаете, ребятки, с самого детства я искала в себе хоть какие-нибудь сверхъестественные или магические способности. Ну, хотелось мне иметь какой-нибудь дар. Я пересматривала все битвы экстрасенсов и пыталась разгадывать задания. А любимым моим сериалом вообще был «Все ведьмы». И как-то в одной передаче по телевизору сказали: люди, у которых правый глаз больше, чем левый, обладают даром предвидения. Я тогда еще не знала, что телевизору верить нельзя, и побежала смотреть в зеркало. У меня правый глаз больше. Ну все, у меня дар. И стала я пытаться что-то предсказать. Чувствую. Завтра физры не будет. Наташка, форму не бери. Физры завтра не будет, точно знаю. На следующий день. Так, кто сегодня пришел без формы, отжимается 20 раз. Чтоб я еще хоть раз тебя послушала. Ну да, никакого дара предвидения у меня, как оказалось, нет. И тогда я ударилась в разгадывание снов. И я заметила одну закономерность. Я всегда помнила сны, которые мне снились именно с четверга на пятницу. Что бы это значило? Может, я смогу предсказывать будущее через сны? И я начала лазить по разным сонникам и пытаться хоть что-то разгадать. Летающая корова. Что значит? Угу. И как обычно, с четверга на пятницу мне снился такой бред, что у меня вообще не получалось ничего разгадать. И я оставила эту затею. Но любовь к различным предсказаниям и гаданиям у меня осталась. У меня никогда не было карт Таро, но я очень любила на обычных игральных картах раскладывать различные пасьянсы на желание. Но перед этим на игральных картах нужно было 5 минут посидеть попой. Откуда у меня такие знания? Не маю уявлення. И, конечно же, я любила гадать именно на мальчиков. Нужно было загадать мальчика, разложить карты в таком порядке и проговорить заклинание. 36 картей, 4 мастей, говорите правду и только правду. Если я люблю его, стану около него. Если любит он меня, станет около меня. Если любим мы друг друга, станем в середине круга. Что там дальше? Поменяемся местами. Поменяемся местами, значит пропасть между нами. После этих слов раскладываешь карты на кучки, снимаешь левой рукой, обязательно левой, 7 раз. И опять раскладываешь. В общем, в итоге каким-то чудным образом карты опять оказывались в одной кучке и в том порядке, как говорилось в заклинании. Вот без понятия, как это работает, честно. Но всем моим подружкам так нравилось это гадание, что они постоянно просили меня им погадать. Ну погадай! Нет мне, я первая просила. Но это еще не все мои эксперименты с магией. Помните, вот в этом ролике я вам рассказывала о моей соседке снизу, с которой мы дружили и частенько бегали друг к другу в гости. Так вот, мы с ней пробовали вызывать всяких духов, а именно жевательного короля, который приносит жвачки. Знаете такого? Мы вызывали его так. В темное место, у нас это был шкафчик, мы клали листок бумаги, на него карту бубнового короля и над картой подвешивали конфетку на ниточке. Затем проговаривали слова: «Жевательный король, приди!» 3 раза. И выходили из комнаты. Нужно было подождать несколько минут и вернуться обратно в комнату. А король должен был конфетку забрать, а вместо нее оставить на листочке жвачки. А еще говорят, если этого короля увидишь, то нужно его иголкой уколоть в попу, и из него жвачки посыпятся. И вы в это все верите? Да. Как вы думаете, нам хоть раз король оставлял жвачки? Правильно, ни разу. И может некоторые знатоки из вас напишут в комментах, что мы все делали неправильно, надо было по-другому. Но
Но другого способа, кроме этого, я не знаю. И вообще, нам больше нравился сам процесс. Подвешивать конфетку на ниточку и проговаривать заклинания. Но однажды мы вернулись в комнату и увидели, как наша конфета на ниточке так сильно раскачивается со стороны в сторону, как будто на ней кто-то катается. Мы так испугались, выбежали из комнаты. Может, мы его чем-то разозлили? После этого мы перестали даже пробовать вызывать каких-либо духов. А конфетку мы выбросили. На ней же король попой сидел. Вот такая история. И лайкосус оставляус. Оставляус лайкосус. Эх, опять не сработало.